Антарктида, 1911 год. Корабельный врач британской экспедиции читает своим коллегам лекцию о причинах цинги, болезни, убившей больше моряков, чем любая битва в истории парусного флота. Он уверенно, авторитетно объясняет, причина в бактериальном заражении несвежего мяса, отравляющем кровь особыми токсинами, которые современники называли птомаинами. Тьма, холод и тяжелый труд, по его словам, лишь усугубляют процесс, ослабляя организм и делая его более восприимчивым к этому отравлению. Слушатели, опытные полярники, готовящиеся к одному из самых амбициозных походов в истории освоения Антарктиды, кивают, соглашаясь. Теория звучит современно, научно, убедительно. Он ошибается полностью, и самое поразительное в этой ошибке не сам факт неправоты одного врача. Поразительно то, что правильный ответ на этот вопрос был научно доказан за 165 лет до этой лекции, в 1747 году, строгим, контролируемым экспериментом на борту военного корабля. Королевский флот когда-то знал лекарство от цинги настолько хорошо, что болезнь практически исчезла с британских кораблей. А потом флот сам это знание потерял. Через год после этой лекции капитан Роберт Скотт и 4 его спутников погибнут во льдах. Одной из причин гибели сегодня уверенно называют цингу. Болезнь, которой можно было избежать, если бы экспедиция просто применила то, что британский флот знал 100 лет назад. Тела нашли всего в нескольких десятках километров от склада с провизией, который мог бы их спасти. Расстояние, которое здоровый человек преодолевает за 1-2 дня перехода, но которое оказалось непосильным для истощенных, ослабленных болезнью тел. Если вас интересует, как научно доказанное знание может полностью исчезнуть из практики за 1 столетие, подпишитесь на канал. Я собираю здесь именно такие истории о том, как люди теряют то, что уже знали. Чтобы понять, как так вышло, нужно вернуться туда, где все началось, в эпоху парусного флота, когда цинга была не редкостью, а нормой любого долгого морского похода. За 3,5 века эпохи парусного флота цинга убила порядка 2 миллионов моряков. Больше, чем штормы, больше, чем кораблекрушения, больше, чем вражеский огонь и все прочие морские опасности вместе взятые. Самый смертоносный враг моряка в истории мореплавания. Куда более опасный, чем любой человеческий противник, вооруженный пушками. Отдельные капитаны Королевского флота, отправляясь в длительные экспедиции XVI-XVII веков, заранее закладывали в расчеты потерю до половины команды именно от этой болезни. Не как катастрофическое исключение, требующее объяснения, а как почти неизбежную статистическую данность, с которой просто мирились, планируя рейс с запасом лишних матросов на замену. Сначала слабость, затем выпадают зубы. Организм, лишенный витамина С, буквально перестает удерживать ткани вместе. Старые раны открываются, а давно сросшиеся переломы расходятся вновь. На самых поздних стадиях человек может умереть внезапно от простого физического усилия, которое разрывает ослабленные ткани сердца. Смерть, которая современникам казалась необъяснимой и пугающе внезапной после недель постепенного, но не смертельного на вид истощения. Будто здоровье вдруг обрывалось без предупреждения там, где еще вчера была просто усталость. Причина цинги – острая нехватка витамина С, вещества, которое человеческий организм, в отличие от большинства животных, не способен производить самостоятельно и должен получать исключительно с пищей, эволюционная особенность, роднящая людей лишь с немногими другими видами, включая по счастливому для науки совпадению морских свинок, что позже сыграет ключевую роль в разгадке механизма болезни. В плавании, где рацион неделями состоит из солонины, сухарей и практически ничего свежего, запас этого вещества в организме заканчивается за считанные недели, поскольку тело не умеет откладывать его впрок на сколько-нибудь длительный срок. Но ни слова «витамин», ни самого понятия о подобных веществах в XVIII веке еще не существует. Открытие произойдет только в следующем столетии.
а само слово будет придумано лишь в 1912 году, за считанные месяцы до гибели экспедиции Скотта. Отдельные капитаны и судовые врачи задолго до Линда эмпирически замечают, команды, которым удается раздобыть свежие фрукты или овощи во время стоянок в портах, болеют значительно реже и восстанавливаются быстрее тех, кто питается исключительно консервированной провизией. Но это разрозненные, неподтвержденные системно наблюдения отдельных практиков, тонущие в море других, куда более многочисленных и авторитетно звучащих, но неверных теорий, от зараженного воздуха трюма до недостатка физических нагрузок, от избытка соленой пищи до общей порчи телесных соков, популярной концепции медицины того времени, унаследованной еще от античных представлений о балансе 4 жидкостей в организме. Переломный момент наступает в 1747 году на борту корабля Королевского флота «Солсбери», патрулировавшего Ла-Манш во время войны за австрийское наследство. Судовой врач по имени Джеймс Линд проводит эксперимент, который сегодня историки медицины называют одним из первых контролируемых клинических испытаний в истории науки, задолго до того, как подобная методология станет стандартом медицинских исследований. Линд отбирает 12 моряков, страдающих цингой в сопоставимой степени тяжести, размещает их в одной части корабля на одинаковом общем питании и делит на 6 пар, каждый из которых дает свой экспериментальный паёк. Одних поет сидром, других морской водой, третьим дает серную кислоту с уксусом, четвертым — смесь специй и ячменной воды. И только 6-я, последняя пара, получает по 2 апельсина и лимону в день. Запас фруктов кончился уже через 6 дней, но результат оказался шокирующим настолько, что даже такого короткого срока хватило, чтобы увидеть разницу невооруженным глазом. Результат оказывается недвусмысленным даже за это короткое время. Через несколько дней пара, получавшая цитрусовые, демонстрирует настолько заметное улучшение, что один из моряков уже способен вернуться к службе, в то время как остальные пары не показывают почти никакого прогресса, а некоторые продолжают ухудшаться. Линд публикует результаты своего эксперимента в 1753 году в объемном трактате о цинге, систематическом научном труде, детально описывающем и сам метод исследования, и его результат, а также разбирающим десятки конкурирующих теорий происхождения болезни, существовавших на тот момент в медицинской литературе, от избытка желчи до влияния сырого морского воздуха на легкие. Сам Линд, что показательно, формулирует свои выводы достаточно осторожно, отмечая наблюдаемый эффект, но не претендуя на полное теоретическое объяснение механизма. Научная скромность, характерная для добросовестного эмпирика его эпохи, но которая, возможно, парадоксальным образом снизила убедительность его труда в глазах современников, привыкших к более смелым, хотя и менее обоснованным заявлениям. И вот здесь начинается по-настоящему странная часть истории. Несмотря на четкий воспроизводимый результат, официальное признание занимает катастрофически много времени. Королевский флот официально вводит обязательную выдачу лимонного сока морякам только в 1795 году, спустя 48 лет после эксперимента Линда и ровно через год после его собственной смерти, так и не увидевшего триумфа собственного открытия при жизни. Историки объясняют задержку сочетанием факторов: инерцией военной бюрократии, привыкшей менять устоявшиеся практики крайне медленно и неохотно, скептицизмом врачей старой школы к идее, что настолько простое и дешевое средство может решить настолько серьезную, десятилетиями неразрешимую проблему. И, что важнее всего, отсутствием на тот момент понятного теоретического механизма, который объяснял бы, почему именно цитрусовые работают. Линд доказал факт экспериментально, но не смог объяснить причину на языке медицины своего времени. А сама медицина XVIII века с большим трудом принимала практические решения без удовлетворительного теоретического обоснования, предпочитая красивую, но неверную теорию скучному, необъясненному факту. Прежде чем перейти к тому, что случилось после того, как лекарства наконец приняли, важная деталь. Цитрусовые оказались далеко не единственным работающим средством, которое моряки открывали независимо друг от друга. Капитан Джеймс Кук
Отправляясь в свои знаменитые кругосветные экспедиции конца 1760-х и 1770-х годов, еще до того, как флот официально примет решение Линда, берет на борт большие запасы квашеной капусты, продукта, который может храниться месяцами без порчи в бочках, в отличие от свежих фруктов, портящихся за считанные недели даже в самых лучших условиях хранения того времени, и который, как выясняется, тоже содержит достаточно витамина С, чтобы предотвращать болезнь, хоть и в меньшей концентрации на порцию, чем цитрусовые. Процесс квашения, при котором капуста ферментируется в собственном соку с солью на протяжении нескольких недель, не только сохраняет значительную часть исходного витамина за счет отсутствия контакта с воздухом внутри плотно закрытой бочки, но в некоторых случаях даже слегка повышает его биодоступность за счет работы молочно-кислых бактерий, попутно превращающих продукт в источник дополнительных полезных соединений, неизвестных науке того времени, но эмпирически ощутимых по общему улучшению самочувствия команды. Кук проявляет настоящую изобретательность в убеждении команды есть непривычный, кислый продукт, к которому большинство английских матросов поначалу относятся с явным недоверием и отвращением. По легенде, зафиксированной в судовых журналах и позднейших биографиях капитана, он подает капусту сначала исключительно офицерскому столу, демонстративно, как особый деликатес, доступный лишь избранным, зная, что рядовые матросы, увидев привилегию начальства, вскоре сами захотят получить то же самое, просто из естественного желания не отставать статусом от офицеров. Уловка срабатывает практически безотказно. Уже через несколько недель квашеную капусту начинают требовать сами матросы, полностью убежденные, что лишаются чего-то ценного. За время своих продолжительных плаваний, растягивавшихся порой на 3 года без единого случая массовой цинги, Кук теряет от этой болезни поразительно мало моряков по сравнению со стандартами эпохи, когда типичным считался показатель потерь в половину экипажа и более на подобных по продолжительности плаваниях. Успех, за который Королевское общество наградит его медалью Копли, высшей научной наградой того времени, специально отметив его вклад в сохранение здоровья моряков в дальних плаваниях. Примечательно, что сам Кук в своем докладе обществу приписывает успех не одной только капусте, а целому комплексу мер, включая регулярную смену белья, проветривание жилых помещений и заготовку любых доступных свежих продуктов на каждой стоянке, демонстрируя интуитивное, эмпирическое понимание многофакторности проблемы задолго до того, как наука смогла бы объяснить, какой из этих факторов на самом деле имел решающее значение. Если для вас стало сюрпризом, что легендарный капитан решал проблемы с помощью психологии и работал не хуже современного маркетолога, поставьте видео лайк. Так я пойму, что такие неожиданные ракурсы истории вам заходят, и стоит выискивать их и в других сюжетах этой серии. К концу XVIII века, объединив доказательства Линда и практический успех Кука, Королевский флот наконец делает цитрусовый сок обязательной частью рациона. Результат поразителен. Цинга практически исчезает с британских военных кораблей. Проблема, убивавшая больше моряков, чем сражения, оказывается решена просто и надежно. И вот тут начинается разгадка того парадокса, с которого мы начали это расследование. Если вам важно, чтобы подобные расследования доводились до финала со всеми шестеренками механизма, именно ради такой глубины я и делаю канал. Подписка помогает мне не сбавлять темп. Примерно между 1799 и 1870 годами Королевский флот постепенно заменяет лимонный сок на сок лайма. Причина сугубо экономическая. Лаймы можно выращивать в британских колониях Вест-Индии, территориях, находящихся под прямым контролем империи, тогда как лимоны приходилось закупать у иностранных государств Средиземноморья, включая Испанию, Португалию и различные итальянские государства по более высокой цене и с дополнительными рисками, связанными с внешнеторговой политикой во время частых европейских войн. С точки зрения бюрократии решение выглядит рационально и даже патриотично. Оба фрукта кислые, оба цитрусовые, оба называются похожими словами, которые моряки использовали почти взаимозаменяемо в повседневной речи, не делая между ними принципиального различия.
а закупка внутри собственной колониальной системы вместо иностранных государств вписывалась в общую логику имперской экономической политики, поощрявшей торговлю в первую очередь между метрополией и колониями, а не с внешними, потенциально враждебными державами. Именно с этого момента, к слову, за британскими моряками закрепляется прозвище «лаймис» — «лаймовые», сохранившиеся в английском языке до сих пор в качестве насмешливого, хотя и беззлобного обозначения британцев в целом. Проблема в том, что лаймы содержат примерно в 4 раза меньше витамина С, чем лимоны, деталь о которой в XIX веке никто не мог знать, поскольку само понятие витамина еще не существовало в науке и появится только в начале следующего столетия. Хуже того, сок лайма на флоте обрабатывали для консервации способом, который дополнительно уничтожал большую часть и без того скромного запаса витамина. Его пропускали через открытые медные трубы для очистки и подолгу хранили на открытом воздухе в бочках без герметичной защиты. А и нагревание в процессе обработки, и длительный контакт с медью, и простое воздействие кислорода воздуха разрушают витамин С особенно эффективно. Причем каждый из этих 3 факторов действует независимо и складывается с остальными. Тем не менее, катастрофы сразу не происходят, и вот почему. К моменту замены на лайм морские путешествия сами стали значительно короче благодаря пароходам, пришедшим на смену чисто парусному флоту и сократившим типичную продолжительность плавания в несколько раз. Цинга развивается медленно, требуя многих недель дефицита витамина, а более быстрые переходы просто не оставляли болезни достаточно времени, чтобы проявиться в полную силу, даже если защита от нее оказывалась значительно слабее заявленной. Типичный трансатлантический переход, занимавший месяцы во времена парусного флота, сокращался до недели или 2 с появлением надежных паровых двигателей. Флот продолжал считать лаймовый сок эффективным лекарством еще несколько десятилетий, просто потому что путешествия сократились настолько, что почти никто не успевал заболеть достаточно долгим плаванием, чтобы проверить средства на практике. Своего рода историческая случайность, замаскировавшая реальную проблему на добрых полвека и создавшая ложное чувство полной безопасности у целого поколения военных врачей. Прежде чем перейти к тому, что случилось, когда люди снова начали совершать по-настоящему долгие путешествия, на этот раз не по морю, а по льду, начиная с последней четверти XIX века, полярные экспедиции, сначала арктические, затем антарктические, снова становятся достаточно продолжительными, чтобы дефицит витамина С успевал проявиться в полную силу. Санные походы по льду длились неделями и месяцами, а полярная ночь и суровый климат исключали любую возможность добыть свежие фрукты или овощи в пути. Британская арктическая экспедиция 1875 года под командованием Джорджа Нерса берет с собой щедрый запас лаймового сока, полностью уверенная в защите, проверенной, как тогда казалось, столетним опытом флота, и все равно массово заболевает цингой прямо во время похода к предполагаемому Северному полюсу, теряя от болезни значительную часть личного состава и будучи вынужденной прервать экспедицию раньше запланированного. Похожая история повторяется на нескольких последующих полярных экспедициях на протяжении следующих десятилетий, каждый раз вызывая недоумение врачей. Проверенное средство, работавшее веками, почему-то отказывает именно тогда, когда становится нужнее всего, а объяснение этому парадоксу каждый раз ищут не в качестве самого лаймового сока, который по-прежнему считается вне подозрений как научно обоснованное, проверенное веками средство, а в каких-то дополнительных, превходящих факторах конкретной экспедиции — переохлаждении, психологическом стрессе и изоляции, недостатке физической активности в тесных каютах во время долгой зимовки. Медицинское сообщество, наблюдая это, делает логичный, но катастрофически неверный вывод. Раз проверенное веками средство перестало работать, значит, дело не в питании вообще, а в чем-то другом. К началу XX века на смену теории дефицита питательных веществ приходит новая, модная в тот момент, теория бактериального происхождения болезни. Идея, что цинга вызывается токсинами от испорченного, законсервированного мяса, так называемыми птомаинами, а вовсе не отсутствием чего-либо в рационе. Эта теория опирается на реальный, но неверно истолкованный факт. Консервированное мясо действительно иногда портится и вызывает отравление, симптомы которого частично пересекаются с ранними стадиями цинги.
общая слабость, недомогание, боли в теле, что создает обманчивое впечатление подтверждения для наблюдателя, ищущего связь между двумя явлениями, которые лишь изредка совпадают по времени, но не связаны причинно. Теория полностью ошибочна с точки зрения объяснения именно цинги, но выглядит научно-современной на фоне старого, необъясненного эмпирического знания об апельсинах и лимонах, опирающегося на результат без теоретического механизма. И именно эта теория звучит в лекции корабельного врача экспедиции Скотта в 1911 году, с которой мы начали это расследование. Роберт Скотт, тщательно планируя свою последнюю экспедицию, уделяет особое внимание качеству и свежести провизии именно в свете бактериальной теории, стараясь избегать любых испорченных или сомнительных консервов, тщательно проверяя каждую партию продовольствия перед погрузкой. Ирония в том, что эта предосторожность при всей своей добросовестности совершенно не защищает от настоящей причины болезни — полного отсутствия свежих источников витамина С на протяжении месяцев санного похода к полюсу и обратно, когда рацион состоит почти исключительно из консервированного мяса, сухарей и топленого жира, калорийной, но полностью лишенной витамина С пищи, идеально рассчитанной с точки зрения энергетической ценности на день изнурительного физического труда в экстремальном холоде, но абсолютно не учитывающий микронутриентный состав, о значении которого никто в экспедиции просто не подозревал. Экспедиция гибнет на обратном пути, истощенная холодом, голодом и, как считают сегодня историки медицины, изучавшие сохранившиеся дневники и медицинские записи похода, цингой, которую тогдашняя лучшая наука полностью проглядела, вооружившись неверной, но модной теорией вместо забытого столетнего опыта, доступного любому капитану наполеоновской эпохи. Подобные истории редко попадают в учебники именно потому, что не укладываются в привычный сюжет о поступательном научном прогрессе. Гораздо привычнее рассказывать о том, как незнание сменяется знанием, а не о том, как уже добытое знание может тихо исчезнуть по чисто административным причинам. Напишите в комментариях свои примеры такой потери прогресса. Из любой области. Что мы забыли из того, что раньше работало безотказно? Разгадка приходит только в 20 веке. В 1918 году, в разгар Первой мировой войны, когда снабжение армии свежими продуктами стало острейшей практической проблемой военного командования, контролируемые опыты на морских свинках, животных, которые, как и человек, не способны синтезировать витамин С самостоятельно, что делает их идеальной моделью для изучения этой конкретной болезни, окончательно доказывают. Лаймовый сок, которым флот пользовался почти столетия, практически не обладает противоцинготным действием. Это именно то, что эмпирически заметили еще полярные экспедиции полувеком раньше, но чему тогда не смогли найти правильного объяснения, оставшись в плену бактериальной теории. Настоящая разгадка механизма приходит чуть позже. В период с 1928 по 1932 год венгерский биохимик Альберт Сен-Дьорди, работавший сначала в Кембридже, а затем в Сегетском университете в Венгрии, выделяет и точно идентифицирует само вещество – аскорбиновую кислоту, витамин С, окончательно объясняя механизм, который интуитивно нащупал Джеймс Линд еще в 1747 году, но не смог теоретически обосновать за отсутствием самого понятия витаминов, которое появится в науке лишь в начале XX века благодаря работам нескольких независимых исследователей. За это открытие Сен-Дьорди получит Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1937 году, почти 200 лет спустя после того, как Линд впервые доказал факт экспериментально, не имея возможности объяснить, что именно он доказал. Круг длиной почти в 200 лет наконец замыкается. От точного экспериментального результата без объяснения причины к полному пониманию механизма на молекулярном уровне, случившемуся только после того, как цена этого непонимания была заплачена сотнями жизней, включая жизни Скотта и его товарищей. Есть в этой истории урок, который выходит далеко за пределы одной болезни. Научное знание
не гарантированно необратимо. Оно может быть доказано строгим экспериментом, официально принято на государственном уровне, спасти тысячи жизней на протяжении жизни целого поколения, а затем, незаметно, из соображений экономии или бюрократической рутины, подмениться на нечто похожее, но не идентичное, и раствориться настолько полно, что следующее поколение врачей будет с полной профессиональной уверенностью читать лекции о совершенно неверной причине той же самой болезни, даже не подозревая, что правильный ответ уже был найден их предшественниками за столетие с лишним до них и просто выпал из практического обихода вместе с заменой одного похожего продукта на другой. Показательно и то, что сама ошибка была почти незаметна на протяжении десятилетий, именно потому, что выглядела рациональной с точки зрения администратора. Два похожих кислых фрукта, оба цитрусовые. Разница в эффективности не была очевидна на глаз или на вкус, а сокращение продолжительности рейсов, благодаря пароходам, на долгое время скрывало последствия подмены от тех немногих, кто мог бы ее заметить раньше. Ни один отдельный чиновник или морской офицер, принимавший это решение в конце XVIII – начале XIX века, не совершал сознательного проступка или намеренной халатности. Каждый в отдельности действовал абсолютно разумно в рамках доступной ему на тот момент информации. И именно эта распределенная, никому конкретно не принадлежащая ответственность делает историю особенно поучительной. Катастрофа возникла не из злого умысла и даже не из явной глупости, а из суммы множества по отдельности логичных решений. В следующий раз, когда будете квасить капусту на зиму, вспомните. Именно этот резкий, кислый вкус спас экипажи Джеймса Кука там, где пресловутые цитрусовые подвели целую экспедицию Скотта 2 века спустя. Оба продукта таили в себе один и тот же спасительный ответ. Просто один случайно выжил в жерновах экономической бюрократии, а другой стал ее жертвой. А если хотите узнать историю растения, чей привычный ярко-оранжевый цвет — это не природа, а результат целенаправленной селекции, обросший красивым политическим мифом, кликайте на видео на экране. Увидимся там.